Duolingo — это полная хуйня, можешь удалять. Ты не выучишь там язык. Прямо сейчас удали Duolingo с своего телефона, потому что он вообще бесполезен для тебя. Мы отменяем Duolingo. Пожалуйста, не занимайтесь по Duolingo. Почему Duolingo – это ужасное и переоцененное приложение? Манипуляции и жадность. Эти два слова приходят на ум, когда слышишь про Duolingo. Хотя раньше оно вызывало совсем другие эмоции. Всем нравилась забавная зеленая сова и легкое изучение языков в формате игры. Но что происходит сейчас? Люди массово удаляют приложение, канцелят его в соцсетях и буквально ненавидят Duolingo. Что привело самое популярное образовательное приложение к такому итогу? В этом видео вы узнаете, как компания с благородной миссией превратилась в жадную корпорацию, как приложение, которое обещало научить языкам, на самом деле создает лишь иллюзию обучения и манипулирует нашими слабостями. Почему зеленая сова из любимца интернета стала символом разочарования, а миллионы людей вдруг поняли, что их обманывали годами? Досмотрите до конца, и вы взглянете на Duolingo совсем иначе. Начнем с истории. Создатель Duolingo Луис Фонан родился в Гватемале в 1978 году. Он с детства видел, как знание английского языка буквально разделяет людей на два разных класса. Тех, кто может построить карьеру, и тех, у кого нет никаких перспектив. В большинстве школ Гватемалы английский не преподавали вообще. Обучение было доступно только в элитных заведениях за большие деньги. Когда Луис поступал в американский университет, ему пришлось лететь в соседний Сальвадор, чтобы сдавать тест по английскому. Билет стоил больше $1200, огромные деньги для его семьи. Это был болезненный урок, который показал ему, что доступ к образованию зависит не от способностей, а банально от кошелька. Именно поэтому в будущем у Луиса была четкая миссия – сделать изучение языков бесплатным и доступным для всех. Этого человека можно назвать гением современности, ведь он приложил огромные усилия к развитию интернета, каким мы его сейчас знаем. Луис Фонан был одним из создателей CAPTCHA и ReCAPTCHA. Помните эти искаженные буквы на разных сайтах, которые мы до сих пор вводим? Или, что еще более бесячее, ищем светофоры на картинках. Та самая проверка, человек вы или робот. Не все знают, но это было бесплатное обучение искусственного интеллекта. Мы кликали по разным картинкам, выбирая пешеходные переходы с зебрами, кликали на разные таблички на дорогах и тем самым обучали алгоритмы распознавать разные объекты. Луис продал ReCAPTCHA компании Google в 2009 году. Сумма сделки не разглашалась, но, судя по всему, была она очень большой. В том же году он начал работать над Duolingo. У него была красивая идея – сделать изучение языков бесплатным для всех. Но за этой благородной идеей бесплатного обучения скрывалась и другая цель – заработать деньги, используя наш с вами труд. Поначалу схема выглядела так. Компании заказывают перевод текстов и платят за это Duolingo. А сами переводы делают ученики прямо во время уроков. То есть вы думаете, что просто учите язык, а на самом деле переводите чьи-то документы. Вы учитесь бесплатно, компания зарабатывает и вроде как все в выигрыше. На бумаге звучало гениально, но на практике не сработало. Ученики делали слишком много ошибок. Крупные компании не хотели рисковать своими документами, доверяя их людям, которые только учат язык. Поэтому зарабатывать на переводах не получилось. Зато получилось другое – привлекать пользователей. Когда Duolingo запустили в 2011 году, за первую неделю зарегистрировалось больше 300 тысяч человек. И это без единой рекламы, только по сарафанному радио. Людям понравилось, что учить язык можно как в игре. Весело, легко и без всяких скучных учебников. Проходишь уровни, получаешь очки, соревнуешься с друзьями. Инвесторам идея зашла. Среди тех, кто вложил деньги в Duolingo, был даже актер Эштон Катчер. Он понял, что у приложения огромный потенциал, но была одна проблема. Оно не приносило деньги и было полностью бесплатным. Ни рекламы, ни платных функций. Луис принципиально не хотел продавать образование, но инвесторы вкладывали миллионы и ждали отдачи. Их терпение не могло длиться вечно. Первые несколько лет команда экспериментировала. Пробовали разные способы удержать пользователей, добавляли значки, очки, рейтинги. Постепенно приложение становилось все меньше похоже на образовательное и все больше на игру. Кто-то даже сравнивал его с казино, где вас цепляют азартом и не отпускают. В 2015 году случилось то, чего Луис избегал годами. В приложении появилась реклама. Баннеры между уроками, которые раздражали пользователей. Луис ненавидел рекламу, но инвесторы требовали результатов. В 2016 году добавили еще один способ заработка – платный тест на знание английского. Сдал тест, получил сертификат, подтверждающий твой уровень. Так Duolingo начал превращаться из бесплатного образовательного проекта в обычный коммерческий бизнес. Ну а в 2017 году появилась подписка Duolingo Plus за $10 в месяц. Что она давала? Отключение рекламы.
То есть компания сначала добавила раздражающую рекламу, а потом предложила за деньги от нее избавиться. Гениальный ход, классическая схема. Сначала создаем проблему, потом продаем ее решение. Параллельно приложение становилось все более и более затягивающим. Добавили систему стриков, непрерывных серий занятий. Пропустил день, потерял стрик. А потеря стрика — это была настоящая душевная боль, особенно когда ты заходишь в игру 100, 200 или 300 дней подряд. Кроме того, добавили таблицы лидеров, теперь можно было соревноваться с другими игроками. Хочешь быть первым — занимайся больше, получай больше очков опыта, поднимайся в рейтинге. Появилась и система жизней. Ошибся несколько раз, жизни закончились, нужно ждать или покупать новые за внутреннюю валюту. Внутренняя валюта — это кристаллы, которые можно было купить уже за реальные деньги и обменять на бонусы. Все это классические механики казино. Они никак не помогают учить язык, но зато помогают удерживать вас в приложении, возвращаться вновь и вновь и создавать настоящую зависимость. Но самое циничное то, что команда Duolingo целенаправленно тестировала сотни вариантов манипуляций, чтобы найти самые эффективные. Они проверяли, какие пуш-уведомления лучше всего заставляют людей чувствовать вину. Один из самых эффективных вариантов звучал так: «Похоже, напоминания не работают. Мы пока перестанем их отправлять». Представляете, на вас обижается приложение. Оно не просто направляет уведомления, оно буквально манипулирует эмоциями. И это работало. После таких сообщений количество возвратов увеличилось на 3%. Кажется немного, да? Но в масштабе сотен миллионов пользователей это миллионы людей, которые вернулись из чувства вины. К 2018 году, по словам бывшего руководителя продуктовой команды Хорхе Мазли, рост пользователей начал замедляться, но руководство не волновалось, потому что на смену старым фанатам, которые помнили полностью бесплатное приложение, приходили новые люди. Те, кто не знал, каким был Duolingo раньше. Для них реклама, подписки и манипуляции были нормой, и компания продолжала двигаться в этом направлении. Все дальше от образования и все ближе к созданию настоящей зависимости. В начале 2021 года в компанию пришла СММщица по имени Зария Парвес и возглавила запуск TikTok аккаунта Duolingo. У нее была концепция сделать сову Duo не просто талисманом, а живым персонажем с характером, наглым, дерзким и смешным. Таким, который высмеивает тренды, выдает острые шутки и ведет себя как настоящий интернет-тролль. Зария лично работала в костюме маскота и снимала вирусные ролики. Она превратила Duo в того, кого все знали и любили. За 4 года работы Зария прокачала TikTok Duolingo с 50 тысяч до почти 17 миллионов подписчиков. Бренд стал настоящей культурной иконой. Duo был везде, в мемах, в коллаборациях с другими брендами, в шутках про угрозы пользователям. Это было гениально. Duolingo стал самым узнаваемым образовательным приложением в мире. 130 миллионов активных пользователей в месяц, сотни миллионов долларов дохода. Все любили зеленую сову, и она стала частью интернет-культуры. Но популярность в соцсетях не равна качеству продукта. Маркетинг работал отлично, но вместо того, чтобы улучшать качество обучения, компания вкладывалась в еще больше маркетинг и еще более агрессивную монетизацию. В 2022 году произошло то, что окончательно разозлило старых пользователей. Duolingo Plus переименовали в Super Duolingo и подняли цену с 10 до 13 долларов в месяц за те же самые функции. Почему? Да потому что могли. Аудитория росла, и новые пользователи не знали, сколько это стоило раньше. И угадайте что? В 2023 году компания запустила еще одну подписку Duolingo Max уже за 30 долларов в месяц. Она давала лишь 3 новые функции на базе искусственного интеллекта: объяснение ответа, ролевой режим с диалогами с чат-ботом и видеозвонки с персонажем Лили для тренировки разговорной речи. По сути, общение с тем же чатом GPT только за 30 долларов в месяц. Но в отличие от чата GPT, пользователи поняли, что ИИ в Duolingo работает отвратительно. Ошибки в родах слов, абсурдные и культурно неуместные фразы. Например, когда я учил в Duolingo французский, приложение зачем-то научило меня фразе «Je mange comme un cochon», что переводится «я ем как свинья». Зачем мне эта фраза в жизни, не знаю, но я веселил ей французов, когда путешествовал и знакомился с ними. Иногда приложение давало вообще неправильные переводы, люди учили фразы и не понимали, что они неверные. Большинство пользователей слепо доверяли приложению, а оно их обманывало. Самое смешное, что даже некому было сообщить об ошибках. В 2022 году, прямо перед запуском ИИ-функций, форумы поддержки закрыли. Совпадение? Вряд ли. Таким образом, если ИИ выдает вам полный бред, вы даже не можете об этом никому сообщить. Просто учите то, что вам дают.
Компания при этом знала, что ИИ работает отвратительно, но им было, мягко говоря, неважно, потому что ИИ был дешевле, чем люди. В апреле 2024 года произошло то, что окончательно превратило Duolingo из любимца интернета в злодея. Луис фон Ан разослал сотрудникам письмо, где говорилось: «Мы компания ИИ в первую очередь». Отныне искусственный интеллект становился во главе всего. Будущие курсы и уроки будут генерироваться нейросетью, а люди, которые писали уроки вручную, больше не нужны. Через месяц компания уволила около 10% подрядчиков, авторов упражнений и переводчиков. Их заменили на искусственный интеллект, который проверяла небольшая команда людей. Потом последовали новые сокращения. Масштаб неизвестен, но по слухам десятки, если не сотни человек. Для многих это стало переломным моментом, и Duolingo перестали воспринимать как образовательное приложение. Теперь это был чат-бот за деньги, в котором уроки превращаются в бездушную кашу. Люди увидели в этом настоящее зло и пример того, что их самих могут заменить нейросетью. Среднестатистический автор упражнений, которого увольнял Duolingo, ничем не отличался от среднестатистического пользователя. Завтра любого человека может коснуться то же самое. Луис пытался оправдываться, говорил, что ИИ берет на себя рутину, а сотрудники смогут сосредоточиться на творчестве. Но люди видели правду, сотрудников просто выкинули, а уроки стали хуже. Маркетинговая команда пыталась разрядить обстановку мемами. Зеленая сова шутила: «Я привлеку к ответственности человека, который устроил этот беспорядок, и требую ответов от генерального директора Луиса фон Ана». Но все эти шуточки теперь не работали. Они выглядели как высмеивание реальных опасений людей. Компания просто пыталась заглушить критику мемами. В App Store и Google Play рейтинг приложения начал стремительно падать. В феврале 2025 года Duolingo провернул странный трюк, который окончательно показал, что руководство компании потеряло связь с реальностью. 11 февраля они опубликовали пост «Duo мертв». Новость взорвала интернет. О смерти виртуального Duo писали Washington Times, Forbes, CNN. Никто не понимал, что происходит, и на следующий день компания объяснила: чтобы воскресить сову, пользователям нужно набрать 50 миллиардов XP. На неделю соцсети Duolingo превратились в театр абсурда. Мемы, шутки про похороны, ну а затем сова воскресла. Реакция была неоднозначной. Кому-то акция, конечно, понравилась, но большинство людей были возмущены тем, что компания жестоко манипулирует чувствами. Это настоящий эмоциональный шантаж, чтобы заставить людей зайти в приложение. И это уже не веселило, а вызывало отвращение. Но давайте теперь подробнее про пользу приложения. Допустим, вас не волнуют все эти скандалы компании, и вы просто хотите учить язык. А получится ли у вас реально выучить хоть что-то, кроме пары десятков слов, каких-то фраз? Сможете ли вы построить реальный диалог, хотя бы простейший диалог с каким-нибудь иностранцем? Почти каждый пользователь рано или поздно приходил к пониманию, что Duolingo практически бесполезен. Приложение лишь создает иллюзию обучения. Даже сам Луис фон Ан признал, что максимум, чего можно достичь с Duolingo, это средний уровень. Хватит, чтобы заказать кофе, но не обсудить что-то глубокое, не поговорить о жизни, не понять культурные нюансы. Это не более чем затягивающая игра. Очки опыта, лидерборды, стрики, меняющиеся значки приложения. Интересно, но бесполезно. Вы можете хоть 50 раз повторить слово и все равно не суметь спросить, где туалет. Duolingo делает свою работу так хорошо, что ты вообще забываешь, что скачал его для изучения языка. В итоге все скатилось к тому, что люди один раз в день заходили в приложение и выполняли одно задание, лишь бы не потерять стрик. В общем, это не помогало учить язык, а только раздражало. Сейчас идет масштабная волна удалений. Люди пишут в соцсетях: «Я удалил Duolingo и вам советую». Почему именно сейчас? Да потому что просто накопилось. Манипуляции с эмоциями, платные подписки, которые становились все дороже, и мусор вместо качественных уроков. Тем не менее, сова еще живет, и миллионы людей по всему миру продолжают заниматься самообманом, вместо того, чтобы позаниматься с репетитором или пройти настоящие языковые курсы. Компания продолжает зарабатывать миллионы на новых пользователях, которые тратят свое время и деньги впустую. Duolingo – яркий пример того, как благородная миссия превращается в жадный бизнес. Если вы реально хотите выучить язык, перестаньте себя обманывать. 1000 дней стрика не сделают вас полиглотом. Они сделают вас человеком, который 1000 дней подряд открывал приложение. Кстати, напишите в комментариях, а вы еще пользуетесь Duolingo или уже удалили? Я не призываю вас это делать, но, возможно, мое видео заставит вас задуматься, на что вы тратите свое внимание. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ну и в лучших традициях уведомлений Duolingo скажу: выглядит так, как будто вы забыли поставить мне лайк. Сделайте это прямо сейчас.